Друзья, приветствую вас! Сегодня 19 мая 2022 года, это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, что происходит на рынках, какие движения это может вызвать в ближайшее время и, соответственно, какие есть торговые идеи на сегодняшний день и до конца этой недели. Так, друзья, давайте начнем с календарика. Сегодня в Турции выходной. Поздравляю всех турецких товарищей или тех, кто туда уехал. Так, по Японии сегодня вышли данные по торговому балансу, объем экспорта. Ну, здесь, видимо, негатив, и экономика Японии, она по сути ничем на текущий момент не отличается от мировой экономики в части того, что ее ждет просадка. И экономика Японии, она является очень высокоразвитой. Но и в этом, собственно говоря, ее и минус, потому что ей особо некуда расти. Все идеи, которые могут вызвать рост, они должны быть все более и более изощренными в этой экономике. Так, далее. Сегодня, в общем-то, достаточно много важной информации, событий. Это публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, движуха в евро. И далее в 15:30 первичные заявки по безработице США, производственная активность от ФРБ Филадельфии и, самое главное, 17:00 продажи на вторичном рынке жилья Соединенных Штатов. Штука эта очень важная, потому что рынок жилья в Америке, которая целиком базируется, ее экономика на сфере услуг, он архиважен. Помимо того, что это вложение в так называемый реальный актив, который стоит на земле, это еще огромное количество производственных цепочек и цепочек услуг. Потому что жилье – это ремонт, это риэлторские услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, если рынок жилья начинает замирать, то это указывает на то, что Соединенные Штаты уже как бы с экономикой там все становится совсем не айс. Ну и помимо этого, вторичный рынок жилья Соединенных Штатов, здесь есть ряд компонентов. Это и продажа инвестиционного жилья, и в целом какие перемещения, передвижения по Соединенным Штатам в связи с экономической активностью или ее затуханием происходит. И поэтому вот этот показатель, он, конечно, очень интересен. Так, друзья, но поскольку с Гуглом, с рекламой сейчас есть некоторые накладки, как вы знаете, спонсор данного выпуска компания Nokia, консалтинговая оценочная финансовая компания, которая занимается оценкой активов, недвижимости, бизнеса, судов, пароходов, самолетов и так далее. Для того, чтобы получать кредиты в банке, вносить в уставной капитал, продавать, покупать, оформлять имущество в наследство, акции, недвижимость и судебные экспертизы, рецензии на судебные экспертизы, а также разбитие рецензий на судебные экспертизы. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый индекс CSI 300, дневной таймфрейм. Ну, мы видим, что сегодня та просадка, которая была накануне, она фактически выкуплена. Ну и несмотря на весь ужас, который творится во всем мире, китайский индекс находится в консолидации. Здесь напрашивается движение на отскок в районе 4210-220. Я не думаю, что этот отскок сейчас в текущих условиях будет затяжной. Скорее всего, он будет коротенький. И пока на текущий момент по Китаю, я думаю, в наибольшей степени более вероятный сценарий — это нахождение в консолидационном диапазоне. Так, друзья, дальше индекс страха и волатильности VIX. Ну, вчера было 18 число, поэтому, собственно говоря, мы вот такую свечку получили, помимо всего прочего. Ну, с VIX здесь ситуация следующая. Как мы с вами видим, идет растущий канал, то есть ухудшение экономических условий во всем мире. Но на текущий момент есть очень важный критерий, это пробитие уровня 35,5-35,6, вот здесь вот. Если этот пробой возникает, то, скорее всего, турбулентность на этой и на следующей неделе значительно вырастет, и мы можем увидеть по рынкам просадку. Если вот этот диапазончик до 35,6 сохраняется, и он даже откатывается вниз, что вполне может быть с учетом того, что 18 число прошло, перекладка реализована в опционах, то значит все мировые индексы и акции, они на какое-то время успокоятся, переходят в консолидацию, и отдельные идеи, акции, которые есть, они даже попытаются отскакивать.
Я склоняюсь к мысли, что все-таки будет по нему сейчас в ближайшее время консолидация движения вот в этом диапазоне. Так, далее индекс доллара, тоже дневной таймфрейм, не хочет никак он падать. Пробил он, ну не исторические хаи, а, скажем так, на обозримом горизонте хаи. И здесь уже как бы возникает такая ситуация, когда провал, который ведет к пробитию 102, 102,5 вот этого диапазона, может действительно привести к движению и просадке доллара против других валют. Ну и, собственно говоря, изменение позиций спекулянтов в паре доллар-евро, который в пятницу публикуется, они показали, что сейчас начали делать ставку постепенно на евро против доллара. Так, ну и на текущий момент я ожидаю, что здесь, ну где-то, наверное, в диапазоне 104,1, 103,5 сегодня будет движение по индексу доллара. Да, он здесь пытается отскочить и вот этот вот хай повторить локальный. Но я на текущий момент пока драйверов не вижу для такого движения. Ну, вот здесь, если пробой возникает 104,1, то, соответственно, будет движение в район 105. Но мне кажется, все-таки здесь либо консолидационное движение, либо уже попытка тестирования 103,1 и, соответственно, захода на 102,5, 102,4. Так, друзья, далее S&P. Ну, смотрите, вчера вот этот вот весь ужас-ужас, который был, его сегодня пытаются откупать. Ранее обращал внимание, что в случае пробоя 4100 весьма вероятно задерг не пойдет в район 4400, 4700. Вот. Вероятность, конечно, остается движение, ну как минимум на 4400 в ближайшее время, но я думаю, она невелика. Более вероятно на этой следующей неделе консолидационный диапазон и попытка пробития уже нового локального минимума, который находится на 3850. Вот эта цифра 4100, она была рубиконом, переход которой означал, что весьма вероятно продолжение дальнейшего нисходящего движения уже как бы в ближайшее время. Так, друзья, далее индекс ММФБ, московский рынок рублевый. Ну, смотрите, здесь как бы сейчас получается контур выделен отдельный. И немножко, скажем так, ну точнее немножко, а вообще автономно без западных денег идет торговля. Ну здесь вот уровень 2500. Если он пробивается, то задерг с высокой степенью вероятности на 2800 и выше он происходит. Сейчас я думаю, на текущий момент вот это движение, которое здесь началось растущее, это дневной таймфрейм, оно себя исчерпало. И здесь либо консолидация в диапазоне 2370-2520, ну даже 2480, вот так вот. Либо коррекционный откат, у которого цель движения это тестирование 2280 и возможно 2184. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Но здесь как бы уровни сделаны. Соответственно, то есть он до конца этой недели, если закрепляется 113 500, то весьма вероятно на следующей неделе, даже вопреки мировому состоянию, его рост на 140 тысяч может продолжиться. Но я все-таки думаю, сегодня-завтра будет коррекционный откат и движение в диапазоне 110 тысяч, 115, 116 тысяч. Пробой 110 тысяч уведет его в район 95 800. Так, друзья, далее золото. Золото у нас консолидируется. Картинка заглядения. 1780 не пробили. И поэтому здесь на сегодняшний момент, я думаю, оно на сегодня будет в диапазоне 1805-1822. Это не российская котировка. Она немножко отличается от российской котировки. Вот. Ну и, соответственно, пробой 1822-1825 ведет к тому, что движение будет в район 1851. Если на российский фьючерс переходить, то здесь у нас на сегодняшний день получается боковик. Видите, он немножко поднят по сравнению с другим золотом международным в диапазоне 1824-1847. Соответственно, пробой уровня 1850 ведет на 1900. Я думаю, здесь весьма вероятно консолидационное движение на сегодня-завтра, возможно, в пятницу. Во второй половине дня попробует задернуть. Ну и, соответственно, на сегодня, скорее всего, где-то в этом диапазоне по золоту движение и будет.
Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, видите, здесь замер 63, 62,5, 63, соответственно, ниже пока укрепляться рублю не дают. Есть ряд факторов, которые указывают на то, что в текущей ситуации рубль-доллар целесообразно в этом диапазоне держать, то есть 63-67, потому что, несмотря на высокие цены на нефть, с одной стороны, надо наполнять бюджет. Чем дешевле рубль, тем, соответственно, бюджет проще наполнять. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы в текущих реалиях надо налаживать схемы импорта необходимых компонентов. Значительно увеличились издержки из-за всей этой истории, которая происходит. Вот. Ну и для того, чтобы как-то компенсировать эти издержки, нужно, чтобы рубль не ослаблялся. Иначе это будет не очень хорошо. Так, друзья, ну давайте часовой таймфрейм по рублю. У нас на сегодня боковичок 64,1, 62,88. Соответственно, пробой 64,1 приведет к движению на 65,5. Я думаю, более вероятно нахождение в боковике, а задеркой тестирования уровня 65,5 и, возможно, даже 67,2 оставят на пятницу на закрытие. Дальнейшее укрепление рубля, я думаю, уже нецелесообразно. Поэтому, если здесь какие-то шпильки будут, но его ниже вот этого значения 62,5, я думаю, скорее всего, не пустят. Так, друзья, далее давайте посмотрим нефть. Нефть, котировка УКОИЛ, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь на текущий момент попытка по нефти разворота и коррекционного движения вниз. Ну, здесь цель только не 105 будет, а здесь новая цель это 106,5, 106,8, если смотреть по SFD на нефть. Здесь критерий достаточно нехитрый, цены на нефть растут. Соответственно, каждый минимум он должен быть выше предыдущего минимума. Вот. И поэтому, если такая тенденция сохраняется, то мы идем на 180-200. Сейчас, если здесь возникает пробой и движение на 105, оно, скорее всего, будет коротким, откупится и, соответственно, потом пойдет возврат вот сюда, вот в растущий канал. Вот. И могут быть встряски, могут быть сливы, но пока как бы $100 за баррель по бренту не пробито, все это будет выкупаться и расти. Ну и до конца этой недели, я полагаю, весьма вероятно будет нахождение по нефти в диапазоне 106,5-112. Вот здесь вот будем колдыбиться. Так, друзья, давайте российский рынок посмотрим. Сбербанк. Ну смотрите, по Сбербанку ситуация, она во многом сходна с тем, что происходит в S&P, как это ни парадоксально. Хотя, может, для кого-то не парадоксально. Ключевой уровень 121 был пробит, и поэтому здесь, с моей точки зрения, сейчас говорить о каком-либо серьезном росте в Сбере пока преждевременно. На текущий момент, сегодня, если будет пробитие уровня 123,5, то мы увидим дальнейшее движение, у которого цель будет 119-118,5. Если здесь пробитие не возникает, то он консолидируется и пытается закрепиться на достигнутых значениях. Российские фишки, которые растут, в них есть один момент, который напрягает очень сильно. Он заключается в том, что набор позиций идет очень мощный, а вот когда начинается разгрузка, то эта разгрузка, она превышает энергию набора позиций. То есть такое ощущение, что специально какая-то затравочка, причем такая сильная, хорошая, вводится, и потом под эту затравочку начинают разгружать еще то, что было закуплено заранее. Ну, это действие крупных игроков, так называемых. Ну и, соответственно, такое движение, оно как бы фактически раздача позиций, ранее собранных на лоях. Так, друзья, далее Газпром. С Газпромом ситуация более оптимистична, у него, по крайней мере, есть идея, цена на газ. Со Сбером все сложнее, там санкции. У Газпрома тоже есть санкции, но у Газпрома есть и газ, а газа у Сбера нету. Но это ладно. Смотрите, здесь, я думаю, на текущий момент ключевой давнишний уровень это 254, 255, 257.
Если этот уровень не пробивается, вот, кстати, здесь вот был набор позиций в районе этого значения ранее, то действительно вот это получается настоящий рост, и негатив на рынке он ведет только к консолидации и дальнейшему движению. Первая цель движения 291 и потом движение в район 310. Вот. Но пробой вот этого значения в районе 254-257 придет к тому, что он вернется вот в этот оранжевый диапазончик. Так, друзья, далее Норильский никель, ГМК. Ну смотрите, здесь идет по сути устойчивое движение. Гамак очень тяжел, он все время очень своеобразно двигается, медленно разгоняется, медленно падает. И, соответственно, на текущий момент вот у него четко прорисован уровень 21.300. Если этот уровень не пробивается, не происходит закрепление после его пробития, то он здесь еще какое-то время поболтается, а вообще ему надо, конечно, расти в район 24. Но на этой неделе более вероятно движение в боковике и, возможно, попытка тестирования 21 тысячи. Вот 21 тысяча это для него сакральный уровень. Соответственно, пробитие 21 тысяча 20 500 придет к тому, что его подобьют и он упадет в район 19 400, вот куда-то сюда. Я думаю, по нему такой сценарий маловероятен, он достаточно прочно вот на этой жердочке сидит. Здесь либо консолидационное движение, либо попытка потестить вот эту верхнюю границу 21 800. Так, друзья, ну в общем-то все, ключевые активы. Спасибо за внимание, успешных торгов. Площадки еще не открылись, 5 минут до открытия. Всего наилучшего.